парнишкой, выбился в люди. Звездиться понтоваться я не буду. Ведь я, по сути, такой, как вы. Воплощение улицы, кровь и плоть Москвы. Кровь и плоть Москвы! Кровь и плоть Москвы! Слави, Амата! Всех девчонок на автопате, парни, пока. Чувак, это тачка для Амата МС? Поехали. А чё не едем-то? Мне папа сегодня снился. Так давно не приходил во сне. Обнял и сказал, что мы хорошо справляемся. Да, сестричка, справляемся. Только как-то больно. Прости, милая. Да, Настя, привет. Ты почему не на месте? я у папы. Сегодня годовщина. Ах, да, ты говорила. 10 лет, Володя. Прости. Так, Анастасия, у нас ЧП. Шеф, ну у нас каждый день ЧП. Ситуация экстренная. Похищен известный певец. Большой скандал. Пресса стоит на ушах. Срочно езжай сюда, в комитет. Слушаюсь. Оль, ну чё? Мне надо срочно на работу. Ты прости. Да? Пойдем. Да. Здравствуйте. Извините за опоздание. Спасибо. Коллеги, Зорина Анастасия Владимировна будет вести это дело. Здравствуйте. Анастасия Владимировна,
Вчера была похищена знаменитость, певец, гражданин Щеткин. Псевдоним Амато МС. А за несколько дней до этого пропал боксер, восходящая звезда Зубов, Дмитрий Зубов. Друзья Зубова к нам не обращались, перевели немалую сумму на анонимный счет. В ответ поступила смс с координатами. По этим координатам Зубова нашли, но уже мертвого. Но удалось установить, что закопали его еще живым. А умер он, предположительно, от кетоацидоза, превышение уровня сахара в крови. Такое бывает, если диабетик прекращает прием инсулина. Похититель Щеткина потребовал $1 миллион. При этом общается исключительно с агентом певца, неким Измайловым. Настя, нужно очень тщательно опросить этого Измайлова, а потом займись телом Зубова. Надо понять, какие проблемы у него были со здоровьем. Юрий Владимирович, здесь нужна специальная экспертиза. Предлагаю привлечь ученых из этой области. Предложения есть конкретные? Профессор Виктория Гнатюк из МГУ, автор ряда уникальных методик в области патоанатомии. Уникальных – это хорошо. Настя, свяжешься с наукой. Да, заходи. Артур, Настя, я решил, что Артур будет тебе помогать. Вы работаете давно, никаких проблем у вас нет. Артур, подключайся к Насте и окажи ей посильную помощь. Могу быть свободна? Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Папа, ну скажи, что за подарок? Так, придется подождать до вечера, старик. Хорошо? Ну хоть намекни, пожалуйста. Мое слово закон. До вечера никаких намеков. Вообще, кто-то опаздывает в школу. Вперед, давай. Доброе утро, мам. Доброе. Ты ведь еще сам не знаешь, что там подаришь. Ну, виноват, каюсь, справлюсь. После работы заеду, куплю. Ты только не задерживайся, пожалуйста. Все-таки день рождения сына. Ух, ну не волнуйся. Все, я уже спланировал. Закончу пораньше, отпрошусь у Вити. В 6 можно начинать праздновать. О, все, я полетел. Давай, моя дорогая, давай. Ребят, я ищу лабораторию регенерации тканей. Не подскажете, где? Лаборатория там. Ясно. Спасибо. Лифт, к сожалению, не работает. Ремонт. А где у вас лестница? А вы, девушка, по какому вопросу? Да, конечно. Зорина Анастасия Владимировна, Следственный комитет. Я ищу Викторию Гнатюк. Ну что ж, Мухин Максим Петрович, Очень приятно. следуйте за мной. Виктория Гнатюк? Вы из Следственного комитета? Да, Анастасия Зорина. Я думаю, с вами уже связывались из нашего отдела. Да, вы знаете, так толком ничего не объяснили. Да вы присаживайтесь. Спасибо. Я так поняла, что вам нужны мои люди для изучения каких-то останков? Совершенно верно. А что, свои эксперты не справились? Нет, просто в случае особой есть трудности. Спортсмен был похищен и умер от диабета. А о диабете никто из его окружения не знал. А, вот что. Ну, знаете, я, конечно, сделаю все, что от меня зависит, но… Я думаю, завтра начнем. Боюсь, что завтра будет поздно. Под угрозой жизни еще одного человека. Ну, простите, но у нас же университет. У нас все сотрудники заняты, у нас сессия на носу. К тому же мы берем коммерческие заказы, и у нас там сроки обязательств. А я думаю, что предотвратить смерть еще одного человека гораздо важнее, чем выполнить ваши коммерческие заказы. Ну, конечно, вы правы. Но просто даже если мы отложим все наши дела, то все равно на выполнение экспертизы уйдет не один день. Ну, конечно, мы будем делать все, что от нас зависит. Понятно. Извините за беспокойство. Всего доброго. Отказ. Не сошлись по срокам. Понятно, понятно.
Следуйте за мной. Прошу. Спасибо. Доктор Лемке, Анастасия Зорина из Следственного комитета. Здравствуйте. Младший советник юстиции. Ну что, народ? Доктор, девушке нужна ваша помощь. Я вообще-то к профессору шла, а не к прозектору. Ну, не горячитесь. И изложите суть дела. Я, честное слово, очень хочу вам помочь. Но вам же нужны доказательства, а не мое личное мнение. Это сейчас не важно. Мне достаточно личного мнения, лишь бы оно было компетентным. Хотя я понимаю, такое не каждому под силу быстро проанализировать. Вы берете меня на слабо? Потому что с вами в детском саду, что ли? Я просто говорю так, как есть. Здесь даже наши эксперты были бессильны. Вы берете меня на слабо. Спасибо. Ну, давайте посмотрим. Так, кетоацидоз, диабетическая кома. Слушайте, ну у вас же есть все причины смерти. Зачем вам мое заключение? Спортсмен был болен диабетом. Вам не кажется это странным? А ваш чемпион принимал стероиды? Наши медики ничего об этом не говорили. Следовательно, ничего не нашли. Если он принимал стероиды, то быстро разлагающиеся, чтобы пройти допинг-контроль. Мне нужно изучить суставы на предмет остеопороза. Еще один неприятный эффект от приема стероидов. Я должен осмотреть тело, только тогда я могу дать заключение. Мы можем поехать в отдел судмедэкспертизы прямо сейчас. Только у меня время ограничено. Я вообще рассчитывал освободиться пораньше. У сына день рождения. А у меня годовщина смерти отца. Не волнуйтесь, я вас долго не задержу. У меня машина. Извините, я по-прежнему не понимаю, как интерпретируете результат. Я обследовал суставы, но вместо ожидаемого остеопороза я получил обширные отложения солей. Так значит, он не принимал стероиды? Возможно, принимал, но для компенсации остеопороза пил препараты кальция и магния. А что говорит врач Зубова? Я пока с ним не разговаривала, мы с ним связались по телефону. Он говорит, что ничего не знает, что спортсмен был здоров как бык, ничего запрещенного не принимал. Лукавит. Зубов сам бы не додумался принимать такой комплекс препаратов. Советую на него надавить хорошенько. Я как раз сегодня и хотела с ним поговорить. Доктор Лемке, вы не могли бы мне помочь? Присутствовать при разговоре. Я просто не совсем разбираюсь во всей этой медицинской специфике. Настя, у меня у сына день рождения. Я хочу подарок ему еще успеть купить. Да я понимаю, но мы заедем в магазин по дороге. Договорились? Анастасия Владимировна, Измайлов прибыл на допрос. Он очень нетерпеливый тип. Это очень хорошо, спасибо, Артур. Измайлов – это агент этого певца-рэпера. Я сейчас с ним поговорю, а потом мы поедем за подарком обязательно. И еще нужно не забыть к спортивному врачу. Вы сейчас должны все притоны обыскивать, а не лясы со мной точить. И сами ничего не делаете, и меня отвлекаете. Давайте я буду решать, как мне вести следствие. От вас требуется ответить на мои вопросы. Давайте не будем терять время. Валяйте. Займемся формальностями, да? Чтобы отчитаться. Щеткин ведь не водит машину. На чем он уехал домой после концерта? Амата МС. Я придумал этот псевдоним и впредь попрошу называть так исполнителя. А на чем уехал, без понятия. Меня он просил такси не вызывать, или сам вызвал, или я не знаю. Значит, уехал один, без сопровождения, без охраны. Щеткин ведь известный певец. В том-то и дело, известный, но он простой парень, такой же, как вы. Послушайте, если с ним что-нибудь случится, у вас будут большие проблемы. Да что вы говорите? А с чего вы взяли, что с ним что-то случится? Похитители ведь сказали, что вернут его живым. Вы же собираете деньги? На все нужно время. Я думал, вы преступника найдете, а вы только на наши деньги рассчитываете. Вы слышали что-нибудь про похищение боксера Зубова? Зубова? Нет, не слышал. Опять похищение? Опять не раскрыли работнички? Это очень похожее похищение. Может быть, вы вспомните, есть ли какая-нибудь связь между Зубовым и Щеткиным? Не знаю, а мотоспортом не интересовался. Да, алло. Да я на допросе так называемом.
Девочка бестолковая совершенно. Да нет, это бесполезно, надо самим. Подпись? Да, уже бегу. Все, ваше время вышло. Мы не договорили. Присядьте. Не пытайтесь меня удержать. Если вы попытаетесь, я прессе расскажу, что вы вместо того, чтобы расследовать, только мешаете. Проводите-ка меня к выходу. Вас проводят. Есть новости от следователей. Кто ведет дело? Зачем вас вызвали? Вы подозреваемый? Дайте пройти. Игорь! Игорь! Дорогу я сказал. Освободите проход. Освободите дорогу. Камеру бери. От машины отошли. Да, время славы. Я бы не променял на него свой уютный морг. Поехали. Анастасия. Здравствуйте, я Василий Бабич. Очень приятно. Рад знакомству. Это вы ведете дело о похищении Амата МС? С чего вы взяли? Ну, у меня есть источники на самом верху. Можете дать мне маленький эксклюзив, а я в долгу не останусь. Что сказал Измайлов? Следствие никакой информации не делится. Всего доброго. Жаль, очень жаль. А возьмите, пожалуйста, мою визиточку. Если что-то прояснится, то позвоните мне первому, идет. А я вам тоже окажу вам услугу. Вскрою от своих коллег, что именно вы ведете дело. Да. Неприятный тип этот Измайлов. И ведет себя подозрительно. Может, не стоило бы вам его отпускать? Нам сейчас не нужны скандалы. И так слишком много шума вокруг этого дела. Там дальше торговый центр будет. Остановите, пожалуйста. Можете? Ах, да, конечно. Я забыла про день рождения, извините. Сколько сыну лет? 12. Что подарите? Пока не решил. Тогда удачи вам. Им трудно угодить. Я сама знаю. У меня младшая сестра. Может, поможете с выбором? Да, конечно, с удовольствием. Как раз у нас еще есть время до встречи. Спасибо. И все же мне кажется, что между певцом и боксером есть какая-то связь. Кроме того, что они оба известные люди и ходят без охраны, а кого еще похищать ради выкупа, как не знаменитость? Но этому Зубову никакие телохранители были не нужны, судя по останкам. Интересно, как грабителю удалось его вырубить? И где это произошло? Вот второй вопрос. Извините, сейчас. Алло, Виктория? Да я сыну подарок покупала, у него сегодня день рождения. Что-то срочное, сейчас буду. Ага, понятно. Ну, спасибо большое. До свидания. Профессорша? Ну да. Далат был. Добрейшая женщина. Не то слово. Ну что ж, домой мне еще пока рано, так что я весь в вашем распоряжении. Вместе мы выведем этого врача на чистую воду. В медицинской карте все есть, вы можете ознакомиться. Здоровье каждого спортсмена мы контролируем. Давайте вернемся к диабету. Доктор Лемке. Да, я занимался вскрытием, и наличие прижизненных патологических изменений в панкреатических островках поджелудочной железы не оставляет сомнений. Скажите честно, это вы рекомендовали спортсмену прием стероидов? Мне об этом ничего не известно. Быть может, он сам принимал. Анализы не показали. Почему у спортсмена остеопороз? Как вы его не выявили? А этого не может быть. Да, действительно, остеопороза у спортсмена нет. Все потому, что помимо стероидов вы ему рекомендовали принимать препараты для компенсации остеопороза. Зато есть отложение солей в суставах. Вы забыли, что нужно прекратить прием кальциевых и магниевых препаратов? Или намеренно рекомендовали продолжить прием? Я ничего об этом не знаю. Я не рекомендовал. Доктор, послушайте меня. Мы не из Олимпийского комитета. Мы расследуем дело о похищении человека. Зубов уже мертв. Вы сейчас нам все расскажете о допингах и обо всем остальном. Если не расскажете, это чревато для вас же. Я неформально консультировал его, как принимать, что принимать. Я ему совершенно четко обозначал дозировку, а он довел себя до диабета. То есть вы знали?
Ну, мы рассчитывали, что это временное нарушение функции поджелудочной. Он прекратил принимать стероиды, колол себе инсулин, а кальций и магний я ему рекомендовал отменить. А если бы он не перестал, то я не удивлюсь отложению соли, а это страшные боли при физической нагрузке. Но ничего подобного он мне не говорил. К кому он мог с этим обратиться? Кому? Я же говорю, он был очень сложный пациент. Верил во всякое шаманство, в нетрадиционную медицину. Все время ездил к каким-то лекарям, аптекарям. Но кому, я не знаю, я не могу сказать. Хорошо, доктор, последний вопрос. Про похищение певца Амата вы знаете. А теперь вспомните, может быть, есть какая-нибудь связь между Зубовым и певцом Амата? Может быть, вы лечили певца в частном порядке? Я принимал некоего Измайлова. Он продюсер или промоутер, или как его. Его как раз Зубов привозил. И они то ли друзья, то ли соседи, то ли, ну, я не знаю. Спасибо, доктор. Гражданин Измайлов, я жду вас через час. Еще раз повторяю, через час. До встречи. Спасибо вам, доктор Лемкин. Теперь я могу отвезти вас домой. Да, пора домой. Алло, Федя. Привет, ну как вы там? Что? А, еще не дома? Понятно. Мама сказала в 7. Ну хорошо, до встречи. Давай, до встречи, именинник. Пока. Знаете, мне бы еще раз тело осмотреть. Появилась одна идея после разговора с коллегой. Пусть немного опоздаю, но все же доведу дело до конца. Несите к мертвецу. Вы хоть понимаете, что вы делаете? Вы меня все время отвлекаете и заплатите. Ознакомьтесь, пожалуйста. Что это за писулька? Постановление о задержании. Задержать гражданина Измайлова. Меня? Да на каком основании? Читайте, там все написано. Имеется основание полагать, что подозреваемый намерен препятствовать установлению истины, так как скрыл информацию в своем знакомстве с Зубовым. Девушка, да вы меня не так поняли. Анастасия Владимировна. Анастасия Владимировна, я не скрыл. Я просто подумал, что это не важно, и не стал говорить. По-моему, в прошлый раз я задала вам прямой вопрос о связи Зубова и Щеткина. Так это ведь со мной Зубов был знаком, а не со Щеткиным, не с Амата. Давайте не будем впадать в детство. Вы скрыли информацию от следствия. Я просто не хотел, чтобы меня подозревали. Если вы готовы сотрудничать со следствием, то для задержания у меня нет оснований. Готов, абсолютно. Хорошо, вы были знакомы с Зубовым? Шапочно. Познакомились в парке, когда бегали. Ну, как-то разговорились. Это он посоветовал вам врача? Да, врач Тарасевич олимпийскую сборную лечит. А у кого еще лечился Зубов? Не знаю, он разными народными методами увлекался. Последнее – надомник какой-то. Какой именно? Профиль помните? Гомеопат, массажист, кто? Не знаю, Зубов не говорил. Он вообще был немногословный человек, понимаете? Где-то на Якиманке. Зубов как-то обмолвился. А больше я ничего не знаю. Вы свободны. До свидания. До свидания. Вас там проводят. Разрешите? Анастасия Владимировна. Извините, я смотрю, у вас недобрый вид. Допрос прошел неудачно. Удачно. Бесполезно. Или почти бесполезно. Мне теперь придется перевернуть всю Якиманку в поисках врача неизвестного профиля. У меня хорошая новость. Я могу сделать эту задачу еще проще. Каким образом? Кожа Зубова. Все дело в ней. Ну, говорите дальше. В общем так, я нашел на коже следы от акупунктуры. Это иглоукалывание. Доктор Лемкин, вы опять меня спасли. Спасибо. Артур, ищем врача иглоукалывания на Якиманке. Ага, да, спасибо. О ходе расследования? Представьте, пожалуйста. Василий Бабич. Какое радио?
Василий, я вас очень прошу, за всеми новостями обращайтесь, пожалуйста, в отдел пресс-службы и не отвлекайте меня больше от работы. Опять этот надоедливый журналист. Артур, Да. Здравствуйте. Есть какие-то новости? Да, есть все. Счастливо. Итак, в районе Якиманки выявлено 3 салона акупунктуры и 4 специалиста, практикующих дома. Итого 7. 6 из них Зубова не знают. 7-й на телефонные звонки не отвечает. Сотрудник прибыл на место, но он заметил одну странность. Какую? Запах из-за двери нехороший. Понятно. Значит, берем ордер и вскрываем замок. Доктор Ленки, похоже, у нас с вами еще один труп. У вас есть время поехать с нами? Настя, у вас труп, а у меня дома живой ребенок, у которого день рождения. И что для меня важнее? Я вас понимаю, доктор Лемки, но я тоже так тороплюсь ради живого человека, ради похищенного Щеткина, который находится сейчас на грани жизни и смерти. Вспомните Зубова. Если вы сейчас не осмотрите один труп, то вам придется осматривать 2. Ладно, поехали скорее, ладно? Молодец, Артур. Настоящий взломщик. Мог бы сделать себе карьеру на темной стороне. Знакомый запах. 4-е сутки после смерти. По запаху определяете? Опыт. Что это? Шприц-ручка. Инъектор для инсулина. Значит, Зубова похитили отсюда, прямо с процедуры. Ну что скажете, доктор Лемки? Задушен. Как я и говорил 3 дня назад. Черт, уже 8:30. Даже не заметил, как время пролетело. Алло, Ал, извини, послушай меня. Я на ответственном задании дело исключительной важности. Я серьезно. Я очень извиняюсь, что задержался. Ну, когда я тебе врал? Ал, все очень серьезно. Я справку принесу из Следственного комитета. Стоп, ну ты же знаешь, что я не пью. Ал! Черт. Бросила трубку. Я бы тоже на ее месте. Юрий Кузьмич, можно? Да, проходите. Хочу вам представить, это Кирилл Лемки. Да, специалист в области регенерации тканей. Он любезно согласился помочь нам в расследовании. Он установил приблизительное время смерти китайского лекаря. И еще он установил, что человек, который душил его, у него не было мизинца. Это поможет нам сузить круг подозреваемых. Да, конечно. Ну что, спасибо за сотрудничество, Кирилл. Добро пожаловать. Присаживайтесь. Прошу. Но мы тут тоже времени зря не теряли. Артур просмотрел записи с камер видеонаблюдения у подъезда китайского лекаря. Вы смотрите, что мы обнаружили. Из подъезда какой-то мужчина выносит тело Зубова. Причем выносит его в то же самое время, когда, по вашему расчету, произошла смерть китайца. Мы проверили номера. Они оказались, естественно, фальшивыми. Тогда мы обратились в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Они нашли данные на автомобиль с таким номером и все поездки в день похищения Зубова. Итак, машину засекли вот здесь и вот здесь. Так это же совсем недалеко от того места, где похитили певца. Угу. Дальше. Дальше вот здесь и вот здесь на Ярославке. Но через 2 часа он ехал обратно. Вот сюда. То есть получается, что он съехал с шоссе между этими 2 камерами. Затем через 2 часа он поехал обратно. Времени как раз в обрез, чтобы закопать человека. Рядом с Ярославским шоссе есть пустыри? Да. Вот здесь. Здесь раньше стояли гаражи. Здесь у меня мама рядом живет. Погодите, друзья. Ну а почему вы решили, что певца этого закопали на пустыре? Может, его на квартире где-нибудь держат? Похититель вам сказал, что сообщит координаты после того, как получит деньги. Координаты чего? Квартиры? Я не думаю. Скорее всего, он закопал певца так же, как и закопал свою прошлую жертву. Ну, логично. Ну что ж, тогда ноги в руки, вперед.
Анастасия Владимировна, там что-то есть. Не светите в лицо. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, спасатели уже в пути, скоро вас откопают. Как это произошло? Кто вас похитил? Я сел в машину и такси. Они мне сами позвонили, предложили отвезти бесплатно. Кто водитель, вы не видели? Я не знаю. Я его лица не видел, оно закрыто было. Потерпите чуть-чуть. Анастасия, что ж вы грустите? Человек спасен. Да, спасен, но у нас есть зацепки. 4 пальца и фальшивый номер. И что теперь? Преступник заляжет на дно, и мы вряд ли сможем его найти. Что нам делать? Ждать очередную жертву? Так, Зубов и Измайлов знакомы. Возможно, похититель кто-то из их окружения. Кто знал обоих. Возможно. Но как мы это докажем? А давайте сыграем не по правилам. То есть, я всегда играю по правилам, в рамках законов и должностных инструкций. Нет. Тем более, что мне до ваших инструкций абсолютно никакого дела. Дайте-ка мне визитку этого журналиста Бабича. Что вы собираетесь делать? Сыграем по правилам. Вся ответственность на мне. Давайте. Пожалуйста. Алло, журналист Бабич? Ну так, анонимный источник связан со Следственным комитетом. У меня есть информация по поводу похищения рэпера Амата МС. Нет, Амата еще не найден, но уже вот-вот, как говорится, напали на след. И как только найдем рэпера, бандит у нас в кармане. Музыкант опознает его. Он отправил смс-ку своей подруге. Да, хотите записать? Да, жду. Доктор Лемки, что вы делаете? Вы разглашаете следственную тайну. Какая смс-ка? У нас вообще нет никакой... Настя, спокойно. Да, Василий. Вот, смс-ка такая. Друзья решили меня разыграть. Еду в бесплатном такси. За рулем один знакомый. Прячется. Я его узнал по руке. Только я вас очень прошу, попридержите эту информацию до утра, хорошо? Всего вам хорошего. До свидания. И у нас эксклюзивная новость. Все мы помним о похищении любимого радиослушателями рэп-исполнителя Амата МС. Наш корреспондент Василий Бабич получил эксклюзивные новости. Ему слово. Алло, да. Я имел эксклюзивную беседу с тайной любовницей похищенной звезды. Кто я? Я любовница? Перед своим похищением рэпер отправил ей СМС. Друзья решили подшутить, еду в бесплатном такси, а за рулем один знакомый. Прячется, но я его узнал по руке. Хорошая шутка. Кто же этот весельчак, знакомый рэпера? Этим занимается следствие. Но мы точно знаем, что преступник будет опознан. Скоро его фоторобот будет висеть на каждом столбе. Ты же говорила. Ну, просил же его попридержать информацию. Просили? Доктор Лемки, ну вы понимаете, что вы сделали? Скоро эта информация будет по всем каналам, по всем радиостанциям. Да вы... Анастасия Владимировна. Артур, сворачиваемся, похититель скоро будет здесь. Здесь? Да, он приедет вас убивать, но вы не бойтесь, мы просто поставим ведро. Я боюсь. Это я боюсь. Возьмем его, пока он тепленький. А за что возьмем? В смысле? Ну, в смысле, приедет, он возьмет пустое ведро. Задерживать за что будем? Короче, делаем так. Закапываем меня обратно. Ты водитель Паши Измайлова? Знал, значит. Ничего. Сейчас все забудешь. Стой, погоди, я такой же, как ты. Что ты мне паришь-то? Небось, поганики. Папаша тебя пристроил, да? МС Амата сам себя сделал. Ну, хватит заливать-то. Хватит. Так не бывает. Бывает. Ты тоже бы мог. Ты парень не промах. Додумался меня в землю. Придумал.
А это не я придумал. А кто? Ты с дружбанами дела делаешь? Коллектив у тебя большой? Хватит! Нет у меня никаких дружбанов, понял? Хочешь узнать, кто это все придумал? Хочешь? Так, слушай. Когда мне было 12 лет, мой старший брат, а у меня был тогда старший брат, жили мы тогда в деревеньке у реки. И собственный мой брат закопал меня по шее в песок. И я торчал там целый день. На виду у девчонок и у всех. И он издевался надо мной. И они издевались, слышишь? Вот такой у меня был брат. Они издевались. И он поплатился за это. Анастасия Владимировна, что делать? Он его задушит шарфом. Ничего страшного, человек может прожить до 10 минут без кислорода. Слышишь, поплатился. А ты? Пусть злодей что-нибудь скажет под запись, хорошо? Доктор Лемки, достаточно ваших советов. А ты? Не с места, вы окружены! Анастасия Владимировна, все будет хорошо. Не расстраивайтесь. Спасибо. До свидания. Анастасия Владимировна, позвольте с вами попрощаться. До свидания, доктор Лемки. Очень жаль, что вы так и не поняли, как важно соблюдать в оперативной работе определенные правила. А мы ведь могли с вами и дальше сотрудничать. Опять вы чем-то недовольны. Преступление раскрыто, злодей схвачен. Да. Но только все отрицает. Говорит, что случайно гулял по пустырю, никого душить не собирался. Но случайно наткнулся на рэпера, они с ним поспорили, и он захотел заткнуть ему рот. Но мы так и не получили от него на записи. Я убил, я похитил. Он сказал, мой брат уже свое получил. А что именно получил его брат? Ведро на голову? Всего доброго. А вот и я, вот и я, вот Федя. Федя. Алла. С нас хватит. В чем дело, Игорь? Не рада вернуться домой? Нет. Зачем меня сюда привезли? На опознание. Это ваш брат Валентин. Он пропал без вести, когда вам было 12 лет. И это ваша первая жертва. За ним были Щеткин, Зубов. Их, так же, как и своего брата, вы закапывали в землю и оставляли умирать. Да, это я закопал Ваську. Родной брат садист.
И этого тупого быка Зубова. Грозился нос мне сломать за то, что я ему тачку поцарапал. А эти стишки этого Щеткина читали? Вы думали, я слабый. А я сильный. Я здесь стал сильным. Уводите его. В очередной раз нам помог доктор Лемки, а я ему нагрубила. Даже как-то неловко. Анастасия Владимировна, я думаю, вам стоит перед ним извиниться. Да. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Во-первых, я бы хотела извиниться. Вы очень помогли в расследовании, но должностных инструкций нарушать не надо было. Не стоит извиняться. А во-вторых, у меня есть для вас новость. Следственный комитет очень благодарен вам за помощь в расследовании и приглашает вас в новую экспериментальную экспертно-криминалистическую группу по изучению и идентификации жертв преступлений. Звучит, правда? Спасибо, но я пас. Что значит пас? Настя, я понимаю всю важность задач, но становиться штатным сотрудником СК не намерен. И так пытается все время пристроить туда, где платят побольше, где не надо задерживаться по ночам. И чтобы сыну в анкете не стыдно было писать, что его отец в 40 лет до сих пор младший научный сотрудник. Мне плевать, и уходить я никуда не собираюсь. Совершенно не обязательно куда-то уходить. Можно ведь работать и по совместительству. Вот Следственный комитет нам готов предоставить материальную базу. И потом с точки зрения репутации, Кирилл и пиара в СМИ, мне кажется, это блестящая идея. Вы не обращайте на него внимания, он немножко не в своей тарелке. С женой поссорился сильно. Мне очень жаль. Я, наверное, не вовремя, да? Нет, вы не переживайте. Я, наверное, дня через 2 поговорю с доктором Лемки. В конце концов, он должен думать не только о себе. Моя лаборатория не может служить бесконечным полигоном для его личных исследований. Максим Петрович. Можно? Да. Кирилл, вы зря отказываетесь. Это же вы, по сути, разгадали дело. Это вы вычислили преступника. И я видела, вам это нравилось. Вычислил. Случайно. Зачем он все это совершил? Что в головах у таких людей? Вы знаете, когда этот парень был подростком, его старший брат очень жестоко поиздевался над ним. Вы представляете, каково себя чувствовать закопанным по шее в земле? А вокруг вся школа. И каждый может сделать с тобой все, что угодно. Девочки, скорее всего, стояли и смеялись над ним. И в их глазах он уже никогда не станет героем любовного романа. Это он вам все рассказал? Да мало ли у кого что в детстве произошло. Да, но только кто-то может забыть и простить, а кого-то это сломает. И тогда в головах этих людей возникает навязчивая идея, что через ответную агрессию они смогут восстановить свое душевное равновесие. И что мы получаем? Мы получаем классического маньяка, который в ответ на обидные стихи рэпера, исполненные прилюдно,
готов пойти на самое жестокое убийство. Да, с трупами как-то проще. Кирилл, вы спасли жизнь человеку. Вы сможете спасти жизнь еще очень многих людей, если согласитесь работать с нами. Угу. Все время пытаться залезть в голову к этим маньякам. Как вы с этим живете, Настя? Я не знаю. Это моя работа. Угу. И она вам очень нравится. Я просто пытаюсь защитить хороших людей от других. Хорошо. Я согласен с вами сотрудничать, но только как независимый эксперт. Нет. Следственный комитет поручил собрать мне команду. И независимый эксперт – это очень мало. Хорошо. Что это должна быть за команда? Это должны быть люди разных направлений криминалистики. Трассологи, графологи, баллистики. И эта команда должна хорошо и плодотворно работать. Знаете, в мировой практике существует прецедент, когда ученые разных направлений собираются в одну команду, чтобы решать общие задачи. Это называется академия. Вы предлагаете сотрудничать с академиками? Я предлагаю альтернативный способ совместной работы. Ну и где же мы найдем таких альтернативных академиков? Здесь, в университете. Трассолога найдем на химфаке, баллистика на физфаке, на мехмате, специалисты по ДНК на биологическом факультете. Есть программисты, экономисты, историки, психологи, геологи. Главное понять, кто действительно ценен для команды. И, кажется, я понимаю, как убедить этих людей работать на вашу контору. То есть вы предлагаете опять довериться вам? Почему нет? В прошлый раз неплохо получилось.